Непревзойденные строители, которые обожают копать и даже возводят собственные города. К сожалению, скромные размеры делают их желанной добычей многочисленных хищников, но у этих созданий есть действенные способы защиты, даже если для этого приходится бросить вызов самому страшному врагу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – луговые собачки. Луговые собачки имеют мало общего с псовыми. Они куда ближе к белкам и сусликам, а свое название зверьки получили за своеобразное тявканье. Род этих грызунов насчитывает 5 видов, которые внешне мало отличаются друг от друга. К тому же все они – обитатели прерий Северной Америки. При длине тела около 30 сантиметров масса животных не превышает 1,5 килограмм. Эти подвижные создания не прочь перекусить насекомыми, но основная диета состоит из травы и семян растений. Луговые собачки – очень социальные зверьки, которые живут большими колониями, порой насчитывающими сотни особей. Такие колонии именуются городами и, в свою очередь, делятся на небольшие семейные группы. В одном городе их может быть более 10. При этом глава каждой семьи охраняет четко разделенный участок, и нарушителя может ждать серьезная взбучка. Эти зверьки с поразительной беспечностью занимаются своими делами, не обращая внимания на приближающихся хищников. И они могут себе это позволить, ведь каждый городок снабжен собственной системой сигнализации. Стоит лишь опасному чужаку приблизиться к норам, как бдительные часовые включают звуковое оповещение, что моментально обращает всех луговых собачек в бегство, и за считанные секунды все они оказываются в недосягаемом большинству охотников месте. При этом язык этих зверьков один из самых богатых среди животных, и сигнал тревоги несет в себе не только призыв к побегу, но и детальную информацию о нападающем, включая его размеры, местоположение и направление. Поэтому у такого быстрого и хитрого хищника, как койот, почти нет шансов на удачную охоту. Ожидание вряд ли поможет. Разветвленные туннели имеют протяженность до 10 метров и насчитывают до 6 входов, что гарантирует безопасность. Миновавшая угроза также имеет собственное обозначение, и победный писк сопровождается причудливым танцем. Над входом в нору возвышается старательно утрамбованный холмик, который защищает дом от потопа, а также служит наблюдательной вышкой. Глубокие норы являются превосходным убежищем, но даже они спасают далеко не от всех охотников. В засушливых прериях многие змеи чувствуют себя как дома, и некоторые из них не прочь полакомиться детенышами млекопитающих. Но если дело касается потомства, даже у таких маленьких зверьков хватает смелости, чтобы бросить вызов смертельно опасной рептилии. Змея неспешно исследует одну нору за другой, пока отец семейства не становится у нее на пути. Внимательно изучая соперника, грызун переходит в наступление. Для привлечения внимания рептилии ему приходится находиться в опасной близости. Чтобы избежать молниеносного выпада, бесстрашный зверек мгновенно отпрыгивает после атаки, и, наконец, столь пристальное внимание вынуждает змею изменить планы. Встреча с гремучей змеей куда опаснее, ведь малейший укус станет фатальным для любого грызуна таких размеров. Несмотря на это, навстречу рептилии выходят сразу несколько отважных зверьков, среди которых находится особенно смелый. Лишь молниеносная реакция спасает смельчака от неминуемой гибели. При этом луговые собачки умеют работать в команде, поэтому змее остается лишь покинуть общество столь серьезно настроенных противников. Хотя иногда приходится прибегать к более радикальным мерам.
Например, когда рептилии нет дела до протестных настроений грызунов, самый находчивый из них решает попросту закопать незваного гостя. А для большей эффективности земля тщательно утрамбовывается. Но доступ под землю имеют не только пресмыкающиеся. Стройные и гибкие хорьки – настоящий кошмар луговых собачек, ведь даже самая извилистая нора не является проблемой для этих подвижных хищников. К счастью зверьков, черноногие хорьки довольно редкие животные, поэтому они не сильно влияют на численность грызунов. Хотя даже действенная сигнализация может дать сбой. Приплюснутое тело американского барсука сложно заметить в высокой траве, и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, этот бесстрашный хищник способен неплохо бегать. Взрослые луговые собачки довольно проворны, и у барсука не так много шансов угнаться за ними. Однако малыши не обладают присущей взрослым прыткостью, поэтому для охотника они могут стать легкой добычей. К тому же превосходящие размеры не мешают ему добираться до жертвы. Ведь гигантские когти и нескончаемое упорство делают хищника умелым землекопом, которому ничего не стоит расширить узкий вход. Запасные выходы спасают ситуацию, но этим может воспользоваться хитрый койот, и все стороне барсука уйдут, чтобы утолить голод предприимчивого конкурента. В возрасте 1,5 месяцев детеныши луговых собачек впервые покидают убежище. Каждый выход таит смертельную опасность, ведь у них еще совсем нет опыта, чтобы противостоять наземным, а тем более воздушным хищникам. Подросткам предстоит многому научиться, например, отличать вход в нору от гигантского муравейника. Несмотря на болезненные укусы, этот зверек все еще отчаянно пытается найти несуществующий вход. Луговые собачки играют важную роль в местной экосистеме. Их нескончаемое строительство способствует обновлению почвы и росту травы. А от многочисленных нор зависит благополучие десятков видов соседей. Тем не менее, на протяжении веков с этими зверьками нещадно расправлялись фермеры, и сегодня ареал обитания животных уменьшился в десятки раз. Именно из-за нарушения пищевой цепи почти полностью исчезли черноногие хорьки. Несмотря на все, за счет плодовитости и развитых социальных связей луговые собачки все еще вполне обычные обитатели во многих регионах. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!